А перед началом видео хочу вам рассказать, что я готовлю новый проект. И чтобы первое видео этого проекта вышло как можно скорее, вы должны проявить свою активность. Поэтому все зависит от вас. Дерзайте. Всем привет, с вами Легион, и сегодня я покажу вам самую дешевую сборку ПК, но не такую, как в предыдущем выпуске, а на новых компонентах с гарантией на все, которая потянет все современные игры на низких и средних настройках. При этом ее ценник составит примерно 20 тысяч рублей. Ну и давайте начнем. Первым уже по традиции будет процессор. Так как мы берем все новое и с гарантией, а бюджет у нас очень невелик, следовательно идеальным решением для нас будет Intel Pentium G4560. Он может сопротивляться по производительности с процессорами линейки Core i3, например Intel Core i3 7100, однако стоит он почти в 2 раза дешевле своего соперника, да и сама компания-производитель скорее всего поняла, что пенек вышел очень удачным и резко снизила их производство. С процессором разобрались, далее на очереди видеокарта. Бюджет на этот пункт у нас около 6000 рублей. Тут можно подумать с ее выбором. Можно, например, взять Radeon R7 360 с нашего прошлого выпуска, а можно взять и GTX 650 сразу с разгоном с завода. Но я в качестве эксперимента решил взять сравнительно недавно вышедшую GeForce GT 1030. Как заявляет продавец, она примерно равна по характеристикам с ее соперниками, да и ценник позволяет нам уложиться в бюджет. Материнскую плату лучше смотреть сразу на 250 чипсете, так как они сразу идут прошитые на Kaby Lake, и вам не придется мучиться. Ну а если вы мазохист и хотите перепрошить мать, то можете взять и на 110 чипсете. Но помните, что для этого нужен еще один процессор не ниже линейки Core i3 последнего поколения, поэтому я возьму Gigabyte GA B250M D2V. Дальше выберем плашку оперативной памяти. Я возьму DDR4 одной плашкой 8 ГБ. Да-да, у нас не будет двухканального режима, но поверьте, нам этого вполне хватит, тем более бюджет у нас не шибко большой. Да и в любой момент вы сможете купить еще одну плашку, но на этой сборке она вам вряд ли пригодится. Итак, я беру одну плашку на 8 ГБ с частотой 2133 МГц. Жесткий диск я взял объемом на 500 ГБ от Western Digital Blue, да и учитывая бюджет, больше нам не надо. Наша сборка потребляет в пике чуть больше 200 Вт, поэтому она не требовательна к блоку питания. Но я не захотел брать всякие 200-300 ваттные самые дешманские блоки питания, ибо они не блещут надежностью, а переплатил 300 рублей и взял Aerocool VX400 на 400 Вт. Честно, корпус я бы взял какой-нибудь бэушный за 300-400 рублей, но так как я обещал, что вся сборка будет абсолютно новая, то я выбрал самый дешевый из тех, что представил нам интернет-магазин, а именно ATX Accord P26B. Кулер мы будем использовать стандартный, который идет в комплекте с процессором, он отлично справится со своей задачей. Ну естественно, о SSD мы и не вспомним, хотя если вы чуть-чуть добавите денег или уберете жесткий диск, то вполне можно его сюда впихнуть. В итоге наша сборка обошлась нам в 23 385 рублей. Ну и как вы видите, мы чуть-чуть не вложились в бюджет, но я думаю, ничего страшного. Ну а перед тестами какой вывод я могу сделать? Конечно, лучше подкопить еще 10-15 тысяч рублей и собрать ПК уже с намного большим потенциалом. Ну а если вам прям в край хочется новый ПК, то смело можете собирать данную сборку. Также подписывайтесь на канал, ставьте лукасы и пишите комментарии, а мы приступаем к тестам.